Ну-ка, Серега, расскажи, что у тебя было. Гремел жестко двигатель, как будто сейчас что-то оторвется, или поршень, или что, или клапана подрываются. Ну вот, в итоге сняли впускной коллектор, заслонку. Ну, еще не сняли, сейчас снимем. Снимаем, да, в процессе. Внутри у него стоит какая-то жестина, не знаю, для чего они туда поставили. Ну, видимо, для потока для какого-то. И она, Ну-ка, пошевели-ка. ну, это сейчас в дальнейшем снимем, покажем уже. Звуки жесткие. Да. Когда раскроем, покажем. Реально, Интересно. по металлу стучит Так там. что, ребят, не пугайтесь, если у вас на Opel Meriva загремел двигатель, сначала посмотрите впускной коллектор, проверьте все. Не надо сразу делать вывод ответственный. Подъехали к одному из ТОшников, он за голову взялся. Давай нам там гипотезы всякие разные рассказывать. То, что может быть и поршень, может быть и шатун, и все на свете. Вот элементарно надо вот снять мелочь, посмотреть. И, может быть, обойдется все В легким. результате вообще все просто, да? Да, может все обойтись легким Просто ремонтом. впускной коллектор. Ну, сейчас снимем его в процессе, покажем. Ну вот, сняли Сразу коллектор. тушить. Водички. Сняли коллектор. Ну, казан есть у тебя? Сейчас вскроем, Пятница. располовиним его. Казан есть, да. Вот, половиним коллектор. Не открывается, да? Немцы болтов понаставили, да? Болтуны немцы. Что там перестал держать? Вот, располовинили. Вот, Что там гремит? Ну-ка покажи, вот, что видишь, гремит. он выкрутился полностью. Открутились болты. Вон, болты открутились. Вон, я рукой даже кручу, смотрите. Вон. Это было, вот оно и Из-за гремело. этого идет шум. Кажется, как будто клапана гремят. Да. И вообще, как будто поршень отвалился. Да. Это вторая часть, это нижняя часть коллектора. Там еще что-то должно внутри быть. Вот, Opel Meriva.